Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие булочки с сыром и со шпинатом. Булочки получаются очень нежные, воздушные, и даже через несколько дней они сохраняют свою мягкость и свежесть. Прежде чем я перейду к приготовлению булочек, я хочу попросить вас поставить лайк и не забыть подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше. И если вы хотите поддержать меня и мой канал, то становитесь спонсором и принимайте участие в развитии моего канала. А мы переходим к приготовлению теста. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. Итак, нам понадобится теплое молоко, сахар и сухие дрожжи. Все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону на 10 минут до появления пузырей. В отдельной емкости смешиваем муку и соль. Делаем небольшое углубление, в которое мы будем вливать жидкие ингредиенты, и отставляем муку в сторону. Теперь нам нужно взбить одно яйцо. Миксер вам не понадобится, можно все сделать венчиком без особых усилий. Добавляем растительное масло и снова все хорошо перемешиваем. У вас должна получиться гладкая однородная масса. Добавляем яйцо в муку, в наш импровизированный колодец. И туда же отправляем молоко с дрожжами. Посмотрите, как хорошо сработали дрожжи, значит булочки получатся пышные и воздушные. Тесто можно замешивать как руками, так и в планетарном миксере. Я буду использовать свой планетарный миксер и насадку крюк. На минимальной скорости просто перемешиваем муку и все жидкие ингредиенты. На это у вас может уйти примерно 5-10 минут, 10 это максимум. Тесто должно получиться гладкое и эластичное. Оно получается идеальное, абсолютно не липнет к рукам. Если оно получилось жидкое, то добавьте немножко муки, но старайтесь не забить тесто мукой. Вот такое красивое получается тесто. Посмотрите, какое оно эластичное, абсолютно не рвется. Значит, мы все сделали правильно. Берем чистую сухую емкость, припыляем ее мукой и выкладываем наше тесто. Даем ему подняться в 2 раза. На это у вас уйдет где-то 1,5 часа. Теперь подготовим шпинат. У меня молодой шпинат, сухой, уже промытый. Его нужно просто мелко нарезать. Если вы не любите шпинат или просто не можете его найти, то можно вообще использовать любую зелень. Очень вкусные булочки получаются с кинзой. Если вы любите кинзу, то рекомендую вам попробовать, получится тоже бесподобно. Также нам понадобится сливочный сыр. Берите любой мягкий сыр, который вам нравится. Я люблю Филадельфию. И посмотрите, какое тесто получилось. Очень красивое, пышное. Буквально видны пузырьки воздуха, которые образовались на тесте. Перекладываем его на рабочую поверхность и слегка обминаем его руками. Вымешиваем его до однородности. Теперь необходимо раскатать пласт размером примерно 30 на 40 сантиметров. Тесто не липнет к рабочей поверхности, поэтому я не рекомендую добавлять муку для того, чтобы оно оставалось таким же нежным и при выпекании, чтобы не забить его лишним количеством муки. Вот такое тесто у нас получилось. И теперь необходимо промазать тесто сливочным сыром. Промазываем сыром по всей поверхности теста и единственное, оставляем буквально 2 сантиметра с одного края, для того, чтобы мы могли зафиксировать рулет и при разрезании, чтобы булочки после выпекания не разворачивались. Поэтому промазываем и буквально 2 сантиметра оставляем нетронутыми. Количество зелени вы можете регулировать по своему вкусу. Примерно уходит где-то 80-100 грамм зелени на один такой рулет. Но если для вас это слишком много, можете добавлять чуть-чуть, чисто для вкуса. Мне такого количества вполне достаточно.
Я решила также немножко подсолить, но если ваш сыр сильно соленый, либо он уже с какими-то травами, приправами, то можно соль в принципе уже не добавлять. И теперь нужно свернуть очень плотно рулетик со всех сторон, чтобы тесто хорошо прилегало и плотно сворачивалось. Как видите, тесто не прилипает, оно прекрасно сворачивается. И теперь слегка придавливаем, чтобы зафиксировать рулет. И разрезаем на кусочки примерно толщиной 2-2,5 сантиметра. Если при разрезании булочки будут разворачиваться, то слегка придавите край теста для того, чтобы булочки не разворачивались и никуда не убегали. И после того, как мы отрезали кусочек рулета, выкладываем эти кусочки на пергамент на небольшом расстоянии друг от друга. Если вы хотите приготовить такие булочки в виде пирога, то можете взять круглую форму разъемную и складывать наоборот очень плотно булочки друг к другу. Тогда у вас получится небольшой пирог. После того, как все булочки мы переложили на противень, даем им отдохнуть еще 30 минут в теплом месте, для того, чтобы тесто еще раз хорошо поднялось. И теперь нам понадобится еще одно яйцо. Мы будем смазывать наши булочки, для того, чтобы они были глянцевые и красивые. Смазать можно как один раз перед выпеканием, так и 2 раза. В начале выпекания и буквально за 5 минут до окончания выпечки. Так булочки получатся более румяные, но смотрите, как вам больше нравится. Я в этот раз решила смазать один раз. Посмотрите, какие аппетитные и красивые получаются булочки. Уже видно, что они будут пышные и воздушные. Булочки выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. И вот такая красота получается. Булочки очень мягкие, пахнут просто невероятно. При желании вы можете еще свежим чесночком потереть булочки. В общем, фантазируйте, как вам нравится, но честно вам скажу, это прям очень-очень вкусно. Даже дети, которые не любят соленую выпечку, с удовольствием ели эти булочки. Забыла уточнить, что для выпекания этих булочек берите обязательно жирное молоко, жирность от 3%, либо домашнее молоко, будет просто идеально. А теперь давайте посмотрим, какие же булочки получились внутри. Что я вам скажу, они просто невероятные, мягкие, сливочные, с очень ярким вкусом, не приторно-соленые. В общем, как по мне, это просто идеальные булочки к завтраку или к обеду. Очень рекомендую вам попробовать. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно пробуйте. Пишите в комментариях, что у вас получилось, что не получилось. Я обязательно подскажу, расскажу, как можно будет исправить, если что-то было не так. А вы, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал и при желании становитесь спонсором моего канала. И еще раз хочу напомнить вам, что видео на моем канале выходят 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!